Привет, друзья и гости канала Мама в творчестве. С вами я, Таня. И в этом видео я хочу вам показать, как я делала вот такой замечательный букет из орехов, а также подсолнухов из гофрированной бумаги. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми увидеть новые видео. Я также есть в Instagram, подписывайтесь на мою страничку, заходите в гости. Там больше я выкладываю фотографий и больше живого общения. Итак, приступим. Для создания такого букета мне понадобятся, конечно же, орехи, а также шпажки деревянные, высота 30 сантиметров. Самые простые это грецкие орехи. Нахожу в них отверстие и вставляю, как бы вкручивая даже такими движениями, вкручиваю шпажку внутрь. Дальше арахис. Арахис слегка прокалываю и также вкручиваю шпажку внутрь ореха. При выборе арахиса для букетов я бы все-таки рекомендовала покупать арахис на развес, чтобы вы видели, что вы покупаете, потому что в пакетах не всегда можно увидеть, какие орешки у вас будут, какой формы, размера и какие они по качеству. Далее в своем букете я использую орехи макадамия, очень вкусный орех, и с ним в принципе тоже несложно работать, главное вкрутить хорошо очень шпажку внутрь орешка. Дальше для крепления фундука мне понадобилась проволока. Я брала высоту где-то 23 сантиметра, 20, вот так примерно. Делала петельку сверху. И дальше уже при помощи горячего клея приклеивала петельку к орешку. Также в букете я использовала горький миндаль и при помощи горячего клея крепила его к шпажке. Также создавала цветочки и разные вставочки для букета именно из этих орешков при помощи горячего клея. Вот сейчас вы можете увидеть, что один центральный орешек получается, и уже по кругу, как бы по диагонали, я их приклеиваю к этому центральному орешку. Клей потом хорошо отходит от скорлупы, поэтому не переживайте. Впоследствии можно будет потом съесть орешек. Итак, вот такие цветочки из орехов у меня получились. Также буду делать вставки в букет из 3 орехов. Посерединке приклеиваю шпажку и 3 орешка склеиваю вместе. Для букета я сделала подсолнухи небольшие и буду использовать их в букете. Мне понадобится 3 штучки. Как сделать такой подсолнух, я оставлю ссылку в описании. Только единственное, что для этого букета я немножко изменила размеры. Поменьше сделала, чем нежели у меня в предыдущем видеоролике. Начинаю собирать букет. Беру подсолнух и вокруг него уже начинаю распределять орехи. Для фиксации использую узкий скотч. И так по кругу добавляя все новые и новые орешки. Желательно, чтобы они были разнообразные и одинаковые друг с другом не стояли. Но это вот на мой взгляд именно для этого букета
И потом, конечно же, добавляю также подсолнухи и фиксирую все это скотчем. Для того, чтобы слегка освежить букет, я сделала вот такие вот вставочки. Как их делать, я тоже оставлю ссылку в описании. И вставляю в букетик. Смотрите, можно еще создавать небольшие такие букетики маленькие, то есть по кусочкам, и потом уже добавлять к основному букету.
Убираю лишнее и уже фиксирую ножку букета при помощи широкого скотча. Для упаковки мне понадобится крафт бумага. Я взяла 3 отрезка, размеры 22 на 55 сантиметров примерно. Но опять же, я всегда ориентируюсь на высоту самого букета. Складываю пополам, немножко по диагонали. Для того, чтобы мне было потом удобнее работать, я делаю 2 надреза. Можно сделать и один, в принципе. Думаю, будет достаточно для небольшого букета. Дальше для оформления ножки мне понадобится отрезок крафт бумаги размером 47 сантиметров на 70. И по желанию можно добавить любой топпер. Итак, друзья, вот такой прекрасный букет у меня получился. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы первыми увидеть новые видео на моем канале. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.